Всем привет, дорогие друзья, на канале Fakemaker, с вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про маленький Джейкоб Хьюзен. Маленький Джейкоб Хьюзен, персонаж из HD вселенной и заметная фигура в GTA 4. Он дружит с Романом Белликом и становится хорошим другом главного героя Нико Беллика вскоре после начала игры. Он 26-летний ямайский торговец оружием и наркотиками, живущий по адресу 1006 Дилин-стрит в Шотлере, брокер. Джейкоб – заместитель и хороший друг Райля Бэдмана и члена Хиллсайдской банды. Он работает у себя дома и в бильярдном клубе под названием «Домашнее пиво». Маленький Джейкоб. Ямайский торговец наркотиками и оружием, высокопоставленный член Ярди, правая рука и давний друг настоящего злодея, лидер его собственной наркобанды и отряда. На протяжении всей игры маленький Джейкоб служит Нико Беллику, близким и надежным другом, выполняя некоторые из ранних миссий, помогая Нику во время последующих. В конечном счете он оказывается самым близким союзником-кузеном Белликов. Мало что известно о жизни Джейкоба до GTA 4. Он родился на Ямайке примерно в 1982 году. В какой-то момент в своей жизни Джейкоб встретил Тифора Максвелла Дэвиса, которого чаще называют плохим человеком. Эти двое стали очень близкими друзьями и в конце концов сформировали отряд среди Ярды, ямайской банды, известной под именем Маленький Джейкоб и Настоящий злодей, соответственно. Задолго до начала 2000-х годов Джейкоб и Бэдман переехали в Либерти-Сити. В 2001 году они оба были арестованы за вооруженное ограбление. В те же годы они были арестованы еще дважды, но за другие преступления. В 2002 году Джейкоб был арестован за кражу со взломом, а в 2006 году Бэдман был арестован за хранение марихуаны. Джейкоб и Бэдман продолжали создавать свою банду в Либерти-Сити, в кафе под названием «Домашнее пиво», брокере, которого служила им оперативной базой. Они также заключили партнерские отношения с известной наркобаронессой Элизабетой Торрес и уличной бандой для латиноамериканцев «Испанские лорды». Джейкоб и Бэдман также стали врагами банды хастлеров, в основном нескольких наркоторговцев в Бохане. В Ярдес он также есть фракция, которая выступает против Джейкоба и Бэдмана. В какой-то момент до 2008 года Джейкоб дружил с Романом Белликом, владельцем таксопарка, и между ними завязалась крепкая дружба. Маленький Джейкоб рассказывает о своей личной жизни гораздо меньше, чем другие персонажи и друзья. По словам Бэдмана, во время их случайной встречи у Джейкоба есть девушка, которую он очень любит и часто балует подарками, о чем Джейкоб однажды упоминает сам. У Бэдмана когда-то был третий друг по прозвищу Дедушка, который мог успокоить Бэдмана, но с тех пор он вернулся на Ямайку. Одной из лучших черт Джейкоба – преданность, и он всегда поддерживает Ника и изо всех сил старается ему помочь. Джейкоб – типичный растафаранец, который говорит на яри. Во время дружеских посиделок Нику и Джейкоба часто ведут философские беседы и обсуждают проблемы окружающих людей. Джейкоб считается, что большая часть итальянской еды невкусная. По иронии судьбы, его первое появление в игре – это короткая сцена за пределами бургершот, и ему также нравится еда в Калкин-Белл. Его акцент довольно трудно понять, но гораздо легче, чем почти неразборчивый ямайский диалект Бэдмана, поэтому Джейкоб часто выступает в роли переводчика. Он любит музыку в стиле регги, особенно радиостанции Тиф Ганг Радио, все, что связано с Бобом Марли, и Рам Джамп FM в версии GTA 4 The Complete Edition. Он упоминает, что является большим поклонником исполнителя регги Сонни Брэдшоу, называя его своим дядей в духовном смысле. Джейкобу и Нику также нравится Бобби Кондерс. Джейкоб постоянно курит марихуану, даже во время погони на вертолете в бумажном следе. Считается это просветлением. Хотя в других случаях он говорит, что пытается бросить. Он часто беспокоится о том, что Бэдман курит слишком много марихуаны и становится очень параноидальным. Паранойей.
Главной причиной этого, по словам Джейкоба, является торговля кокаином, которого не должно быть делом рук настоящих растаманов. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Джейкоб, темнокожий мужчина с длинными черными дредколами, завязанным в хвостик и круглой бородкой, часто надевает черные очки с оранжевыми линзами. Их особенно в том, что они с широкими переносицей и дужками. На протяжении игры Джейкоб носит 3 разных наряда. Повседневный наряд. Обычный наряд Джейкоба, который он носит чаще всего. Этот наряд состоит из большого старого коричневого пиджака, черной рубашки с зеленым желтыми флагом и бежевыми брюк, слегка подпоясанных черным ремнем. Наряд дополняет бежевые туфли. Второй повседневный наряд. Этот наряд состоит из темно-зеленой куртки без рукавов, поверх зеленого свитера с фиолетовыми полосками. Джейкоб появляется в этом наряде во время снежной бури. Наряд для мероприятий довольно формальный наряд, как и второй повседневный наряд. Этот наряд состоит из жилета поверх свитера. Только в этом наряде куртка черная, а свитер белый. Этот наряд дополняет черными брюками и коричневыми туфлями. Джейкоб появляется в этом наряде во время миссии «Мистер и миссис Беллик» и следующей за ней миссии. Джейкоб также может быть замечен в этом наряде во время прогулки, когда он встречается с Нико, чтобы продать ему оружие. Джейкоб во время миссии досуга курит, если он ездит с Нико на машине. В это время из окон машины идет дым. Джейкоб не надевает шлем, когда садится на мотоцикл. Однако, если во время одного из досугов с Джейкобом он погибнет, то когда Ника заберет его из больницы на мотоцикле, он шлем уже наденет. Джейкоб из ресторанов больше всего любит Клакен Белл, но в заставке миссии Мишель он стоит у Бургер Шот, однако ему в какой-то степени и так нравится второе заведение. Выполняя первое задание для Романа, Джейкоб является единственным клиентом, которого можно перевозить на любым транспортном средстве. Во всех остальных заданиях Ник должен использовать одно из такси Романа. Джейкоб напьется, если игрок пойдет с ним выпить. Даже несмотря на то, что растаманов запрещено употреблять слишком много алкоголя, растаманы обычно позволяют себе пить в умеренных количествах, пока алкоголь не начинает затуманивать их разум, чего явно не происходит в GTA 4. Миссия Джейкоба «Бетонные джунгли» изначально называлась «Лестница Джейкоба». Если окно в машине игрок открыто, а Джейкоб находится внутри, из него будет выйдет дым от марихуаны Джейкоба. Это происходит каждый раз, когда Джейкоб находится в машине с Нико и окно открыто. Если Джейкоб пытается сесть в кабриолет, куря сигарету, то возникает сбой, как и в случае с другими персонажами. У Джейкоба много ошибанных анимаций с Нико, в том числе анимация, в которой он запрыгивает в кабриолет, не открывая дверь. Вместо этого его руки и голова будут двигаться, как будто он курит, а ноги будто он прыгает, что приводит к странной анимации без физической логики. На его плакате, самый разыскиваемый, показано выше, ошибочно указано, что маленький Джейкоб афроамериканец, хотя он родом с Ямайки. После того, как игрок купит у него оружие, Джейкоб сядет в свою машину и уедет. Если игрок попытается угнать его машину, то до того, как он сядет в нее, то обнаружится, что она заперта. Джейкоб будет ездить по городу и не выйдет из машины, если только она не загорится из-за повреждений. В этом случае он тоже загорится и умрет. Это снизит его симпатию и уважение к Нику. Если это произойдет вскоре после продажи, вскоре после этого он позвонит игроку, чтобы забрать его из больницы. Джейкоб часто называет Нико Растой. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Прямо сейчас на Boosty активны зимние скидки. Вы сможете увидеть фейлы, моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр.
расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест. Так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про маленький Джейкоб Хьюзен из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо на ваш экран. Камень на лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайк Мейкер.